Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з задоволенням поділюсь з вами рецептом молочного хліба. Він неймовірно смачний і дуже м'який. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. И чтобы молочный вкус и аромат лучше чувствовался в хлебе, замешивается тесто на сливках и молоке 50 на 50. Сливки беру жирностью 15%, не обязательно брать самые жирные. И для этого хлеба мука должна быть хорошего качества. По возможности возьмите с более высоким белком, хотя бы с содержанием 11 грамм. Можно и выше, так как это тесто надо замесить очень мягкое, влажное. Тогда и хлеб получится пышный, воздушный, мягкий, и таким он будет оставаться долго. Миску я оттарила, весы по нулям. Сливки и молоко я взвешиваю, поэтому указывать буду не в миллилитрах, а в граммах. Набираю 200 грамм. Молоко у меня сейчас нагревается до горячего. Выливаю к сливкам. Можете сразу соединить эти продукты и подогреть, как вам удобнее. А сюда в ковшик перекладываю масло и поставлю на еще горячую плиту, оно там растает. Высыпаю весь сахар по рецепту. Попробуйте, чтобы эта масса не была горячей, и добавляйте дрожжи. Снова немного перемешиваю и дам постоять около 5 минут. Пусть дрожжи проснутся, и буду замешивать дальше. Прошло даже меньше, чем 5 минут. Появилась вот такая вот дрожжевая шапочка. И за это время растаяло масло. Добавляю сюда из общего количества 6 столовых ложек муки, набираю с горкой полные. Вот как набираются. Перемешиваю. Должна получиться кашица. Примерно такая, какую мы делаем опару. Чтобы не добавлять остальные продукты прямо на дрожжи. Вот теперь высыпаю сюда соль. 10 грамм. Это вот так вот чайные ложки, полные с горкой. Но для точности рецепта лучше продукты взвешивать, так как набрать их можно в те же самые ложки, стаканы по-разному. Выливаю сюда масло. Оно не горячее, а просто теплое. Хорошо перемешиваю. Высыпаю оставшуюся муку и замешиваю тесто сразу ложкой, вернее силиконовой лопаткой, но она в форме ложки, до тех пор, пока вся эта мука увлажнится. Если у вас самая обычная мука с белком 10,3, но вы знаете, что она хорошего качества, замешивали уже на ней дрожжевое тесто, выпечка получается пышная, воздушная, хорошо поднимается вверх, не растекается, сохраняет рисунок, то можете замешивать и на такой. Только понадобится ее грамм на 30, ну максимум на 50 больше. Теперь, когда лопатка не справляется, немного домешиваю руками. Видно, что тесто влажное, очень мягкое, и замешивать его сейчас долго не надо. Только до увлажнения муки, и чтобы разошлись все ее комочки. Вот комочки не должны остаться, поэтому вымешивая рукой, вы почувствуете, где остается мука, там ее и размесите. Ну, вот так вот и достаточно. Посмотрите, видно, какое эластичное тесто. Еще только-только начала замешивать, оно уже отделяется от миски. Несмотря на то, что очень мягкое. Мягкое и еще не вымешано. Все, на этом замес заканчивается. Немного его округляю, накрываю пленкой и оставляю на 20 минут при комнатной температуре. Прошло 20 минут. Вот теперь начну домешивать тесто путем складывания. Хорошо смазываю коврик растительным маслом. Выкладываю тесто. Сейчас видно, что оно еще неоднородное. Значит, тесто еще не полностью вымесилось. Растягиваю, ну, примерно в прямоугольный пласт. И складываю втрое. Вот таким вот образом. Переворачиваю короткой стороной к себе. Снова тесто слегка прижимаю по всей площади. И от этого оно растягивается. Не надо его тянуть насильно. Путем вот такого складывания развивается клейковина, становится более эластичная, укрепляется тесто. Видно, что оно уже не такое рыхлое. Натягивается его поверхность. И складывать его надо вот таким вот образом 3 раза.
С каждым разом вы заметите, что тесто уже не так легко растягивается, противится этому. Вы его растягиваете, оно стягивается на место. Это срабатывает клейковина. Поэтому еще раз говорю, не тяните его насильно. Просто прижимайте пальцами или кулачками, чем вам удобнее. Когда оно уже достаточно растянулось, снова складывайте втрое. Все, третье складывание. Немножко его округляю. Смотрите, видно, что тесто стало более гладким, однородным. Возвращаю миску. Я ее немного смазываю растительным маслом. Снова накрываю и опять же оставляю на 20 минут. Снова прошло 20 минут. Коврик еще раз смазываю маслом на ту площадь, на которую буду растягивать тесто. И проделываю то же самое. Складываю 3 раза в 3 сложения. Раскатывать можете скалкой, но руками намного приятнее. Так чувствуются все пузырьки, а здесь их на самом деле очень-очень много. И вот с каждым складыванием клейковина становится более эластичной, тем самым повышается газоудерживающая способность теста. Вот те пузырьки, о которых я говорю, это все газы. А это все в итоге улучшает объем и пышность выпечки. Может, вам и не надо рассказывать всю эту химию, но я думаю, зная эти тонкости, вы будете понимать, для чего вы все это делаете. Вот тесто уже настолько окрепло, что я его придавливаю, а оно даже не растягивается. Ну, постараюсь его немного растянуть, аккуратно, не насильно, чтобы сделать снова тройное сложение, хотя бы с небольшим нахлестом. Ну, вот так вот и достаточно. Вот такое вот красивое получается тесто. Снова его округляю, накрываю и даю ему еще раз подойти, тоже 20 минут. Снова прошло 20 минут. Размазываю то масло, которое было на коврике. Вот сейчас его много сюда наливать не надо, чтобы хорошо вкатывались шарики, не расслаивались и не раскрывались. Из этой порции продуктов получается 1 килограмм 70 грамм теста. У меня вот такие вот формы. Одна немного больше другой, поэтому и тесто буду делить разного веса. Я их в середине хорошо смазала размягченным сливочным маслом. А размеры укажу под рецептом в описании. Делю его на 2 хлеба. Видите, тесто уже не липкое, с ним очень легко и приятно работать. Поделила его на 8 кусочков, 4 по 142 грамма и 4 по 125. Один хлеб получается в сыром виде 570, другой 500. Теперь все эти кусочки округляю. Подкатывать начинаю большие кусочки, так как начну с большого хлеба. Подходит он дольше, поэтому с него и надо начинать. А потом меньшие. И складываю так, чтобы их не попутать. Накрываю и оставляю минут на 10, чтобы тесто отдохнуло, еще немножко подошло, клейковина расслабилась, и только потом начну формировать хлеб. Время прошло, раскрываю сразу тесто для большого хлеба. Раскатываю немного в длину, потом в ширину, получается такая овальная лепешка, и переворачиваю гладкой стороной вниз. Теперь раскатываю тесто так, чтобы в ширину эта лепешка была больше, чем в длину, чтобы его можно было легко сложить втрое, ну и чтобы длина позволяла свернуть в рулетик. Каждую сторону аккуратно придавливаю рукой, чтобы выдавить большие пузыри воздуха. Теперь скалкой, так оно получится более ровное, и тоже выдавится воздух, если он где-то остался. А вот этот краешек, который ближе ко мне, прокатываю сильнее, чтобы он получился тонким. Можно его еще и раздавить пальцами. И точно так же делаю следующий. Вот такой вот получается хлеб. Накрываю также пленкой, чтобы тесто не засыхало. И оставляю где-то на 40-50 минут. Хлеб подходил 50 минут. И здесь вот одна булочка немного начала разрываться. Это говорит о том, что, скорее всего, этот рулетик я плотнее закрутила. Где-то натянула тесто. Смазываю молоком
и сразу же ставлю в духовку выпекать. К этому времени она уже должна быть нагрета, температура 180 градусов. Хлеб полностью готов. Выпекался он 33 минуты при температуре 180 градусов на самом нижнем уровне духовки, чтобы хорошо подпекались стенки хлеба и донышко. Сверху еще смазываю, пока он только-только из духовки, размягченным сливочным маслом для аромата и чтобы корочка быстрее отмякла. И сразу же выкладываю его из формы на бочок. Тесто очень мягкое, если оставить на донышке стоя, то может немножко присесть. Точно так же достаю и этот. Посмотрите, какая красота. Хорошо запекся, очень мягкий. Дам ему немного остыть и покажу, какой он на разрыве, а после полного остывания на разрезе. Хлеб этот получается необыкновенно вкусный и очень-очень мягкий. У него только один минус – съедается он очень быстро, потому что подать его можете к супу, борщу, к молоку, чаю, да и просто так. Отрежете кусочек и будете наслаждаться его вкусом. Но вдруг он у вас останется на второй или на третий день, он будет таким же мягким и свежим. Обязательно попробуйте этот рецепт, приготовьте. Я уверена, хлеб вам понравится. Волокнистое тесто, мелкопористый, совсем не крошится. Готовьте с удовольствием. Уверена, что этот рецепт у вас приживется. И такой хлеб вы будете готовить часто. Вот после такого хліба магазина ви вже не захотите. Так що готуйте і насолоджуйтесь. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.